Всем привет! Как и обещала, продолжаю постройки для 8 персонажей в маленьком пространстве. В прошлый раз была квартира, в этот раз у меня маленький домик. Для того, чтобы все-таки себя ограничить, я решила сделать tiny house. Площадь tiny house, для того, чтобы подсчитали мне количество клеточек, чтобы я все-таки построила маленький домик, чтобы я не разогналась. Вот. В общем, я взяла еще и крохотный участок. Я даже не знала, на самом деле, что бывает настолько крохотный, но случайно откопала и подумала, что это то, что нужно. Так вот, пока я строила этот дом, поняла, что, конечно, я немножечко схитрила, потому что я-то дом построила на 8 персонажей. Это для полноценной семьи, где есть мама, папа и 6 детей. Есть 2 тоддлера, а остальные подростки, школьники, это уже как раскидают по кроватям всех этих представителей семейства большого. Так вот, в чем хитрость моя случайная? Вот я сейчас просто просматривая, анализируя всю эту ситуацию, поняла, что нечестно я поступила в том плане, что, в общем, вынесла обеденное место на улицу. То есть, получается, у меня есть полноценная кухня и полноценная гостиная, но нет столовой, нет где посидеть, даже на кухне на самом деле. Можно было чисто технически вместить крохотную барную стоечку или столик, но я этого не сделала, потому что я почему-то изначально захотела сделать задний дворик, такой обустроенный, там даже потом в конце вместилось немножечко для детей, какие-то там, по-моему, горки и что-то такое. В общем, какое-то пространство для игры детей, потому что все-таки детей здесь предполагается большое количество. В общем, в этом плане, да, я поступила нечестно, некрасиво, но это я строю, это мои условия. В общем, как-то так получилось. И в целом домик, точнее его планировка получилась, мягко говоря, странная. Я заметила, что я в последнее время очень часто делаю какие-то такие узкие коридоры. То есть мне хотелось все-таки, чтобы, не у каждого, конечно, была своя комната, но все-таки хотя бы 3 комнаты, чтобы были жилые, то есть чтобы у родителей была прям полноценная отдельная комната, чтобы им было комфортно жить. Я, конечно, здесь обошлась уже одной ванной, потому что вторая бы никак уже не поместилась. Плюс я сделала выход на задний дворик прямо сзади дома, и я предполагала, что вот в этом маленьком аппендиксе должна быть кухня. И в итоге у меня получился вот такой вот между 2 комнатами узкий коридор. Я понимаю, что это не очень красиво, не очень эстетично, но практично, потому что отдельные комнаты все-таки. Получились 3 отдельные полноценные комнаты, и не очень большая ванная комната, но вместительная. Плюс пришлось в ванной комнате же обязательно поставить ванную, потому что здесь тоддлеры живут, а для них это необходимо, чтобы их мыть. Вот. Так, в целом, мне понравился, кстати, домик. Он такой достаточно маленький, уютненький. Я, кстати, когда вот эта вся эпопея с tiny house началась, я почему-то так получилось, что не строила по клеточкам, не строила tiny house как таковые. И вот только сейчас начинаю как-то осваивать это все дело. В общем, как-то это все мимо меня пришло. Мне не то, что было неинтересно, но как-то, не знаю, не задавалась целью. И вот я наверстываю упущенные, так сказать. Детские спальни я постаралась сделать такими достаточно яркими, насыщенными, с вот этими кроватями, которые, типа наседки, наверное, наседки с металлическим каркасом. Мне они очень нравятся. Вот эти 2 расцветки с розовым одеялком мне прям очень заходят. И розово-бирюзовые вот эти варианты очень даже симпатичные. То есть отдельно здесь есть спальня для школьников-подростков, я уже сказала. Единственное, что нету мест для учебы, это тоже небольшой промах, уже вообще некуда было их ставить. Можно было наставить бы, но тогда бы шкафов не было, а не было бы шкафов, не было бы где переодеться. В общем, я сделала выбор в пользу шкафов, чтобы они делали домашку на улице. На улице они будут делать домашку, причем я не сделала полноценный навес, такой вот, и это был как раз-таки из какого-то из наборов такой решетчатый. Мне показалось, что он более гармонично к этому дому подходит.
Поэтому, если снег, если дождь, у них нет вариантов. Но, кстати, у них полноценная гостиная с телеком, с большим диваном, с журнальным столиком, все как полагается. И вторая спальня тоже достаточно такая яркая, но с темным деревом получился, то есть сочетание с темным деревом. Если первая спальня, она такая более светлая, приятненькая такая, а вторая более темная. Относительно родителей, получается, я сделала им полноценную, прям самая большая комната, это у них. И плюс я им туда поставила телек, я им поставила туда рабочее место, то есть такое прям у них мирок в мирке, потому что когда много детей, должно быть пространство, где родители могут отдохнуть, пообщаться, поваляться в кровати, посмотреть, например, телевизор, чтобы не мультики, а что-то другое. Поэтому я создала им такой микромир там в своей комнате для того, чтобы они себя комфортно чувствовали. И плюс я там опять наставила для вязания каких-то предметов. Мне нравятся их рабочие столы из набора с вязанием, потому что они такие очень детализированные, со всякими штучками и дополнениями. Мне очень-очень нравится, если честно. Поэтому я частенько их добавляю. И, в принципе, все. Приятного просмотра. Подписывайтесь, ставьте лайк и до следующих построек. just a little closer to those men who are going into the hottest spots. I hope that it will help you to do a better job. Better job.
that it will help you to do a better job.